Это вторая часть быстрых укладок. Вот такую укладку мы будем делать тройной плойкой. А для начала помою волосы. Мыть буду вот таким шампунем для объема, а на кончики нанесу вот такой увлажняющий бальзам. Хотите идеальную стрижку, но боитесь ошибиться? Я подберу форму и цвет, которые подойдут именно вашему лицу и структуре волос по фото. Учту все: густоту, тонкость и ваш природный стиль. Ваше преображение начинается здесь. Ссылка на экспресс-консультацию в описании. Волосы я помыла и промакиваю их полотенцем. Дальше я причешу волосы вот такой расческой. Здесь комбинация натуральной щетины и нейлона. Она предназначена для вычесывания начеса, создания начеса, для распутывания волос. И вообще я люблю расчесывать и мокрые волосы, потому что она их не рвет. Все, что я буду использовать в этом видео, я оставила в описании, поэтому заглядывайте туда, там вы все найдете. Обожаю эту расческу. Буквально несколько движений ты прочесала все волосы, даже если они были прям вообще сильно спутанные. Прикорневой начесик ей тоже очень легко создавать, она не травмирует волосы, поэтому ее я однозначно рекомендую, она должна быть у каждой. В качестве термозащиты буду использовать вот такой спрей God to Be Ангел-хранитель. Это термозащита до 230 градусов. Наносим ее на влажные волосы и только на длину волос, ни в коем случае не на корни. Я же ее буду наносить вот такой расческой. Защитные силиконы активизируются при нагревании феном. Можно, конечно, и так нанести, но у нее такой мощный пшик, что я боюсь утяжелить волосы, поэтому буду действовать таким способом. Особое внимание мы уделяем кончикам и волосам в зоне у лица. Они у нас самые слабые. Дальше я вот таким способом приглаживаю волосы, чтобы силиконовая пленка более равномерно распределилась на волосах. По влажным волосам она распределяется равномерно. А вот если вы нанесете этот спрей на сухие волосы, он прям мгновенно утяжелит их. Поэтому так не делайте. Дальше я просто сушу волосы феном. Сушим до 100% сухости, потому что потом мы будем работать плойкой. А работать ей нужно только 100% на сухих волосах. Так как у меня волосы прямые стекловидные, то в прикорневой зоне мне нужен жесткий каркас. И для этого в прикорневую зону я буду использовать вот такой мусс Силуэт от Schwarzkopf, только в прикорневую зону. Сначала я нанесу его на корни, в верхнюю часть волос, именно здесь нам нужен прикорневой объем, снизу ни к чему. А затем расческой приподниму, просушу и создам жесткий каркас. Не забываем тщательно встряхивать, чтобы все компоненты между собой перемешались, и он сработал так, как должен. Достаточно. Хорошее. Никогда не создавайте прикорневой объем, если длина волос мокрая. Это невозможно, он не создастся. Сначала сушим длину, потом создаем объем. Ну и сюда вот так. Ну, приступим. Это скелетная, тоннельная, продувная расческа для создания прикорневого объема. Подхватываем расческой пряди, создаем натяжение и тянем перпендикулярно коже головы. Высушиваем до 100%. Получается вот такой жесткий каркас. Ну что, каркасик мы создали. Смотрите, какая у меня классная штука. Это тройная плойка. Мы будем создавать тройную волну на моих волосах. Вон там, где-то там я выставила температуру на 170 градусов. Нагревается очень быстро. Бренд Babyliss. Есть вот такая подставочка. Давно ее хотела. Закалываю верхнюю часть волос и буду начинать с нижней затылочной зоны. И как видите, здесь вообще нет ничего сложного. Это самая легкая укладка, наверное, которая существует в мире. Просто вставляешь прядь, зажимаешь плойку и ждешь 5-7 секунд. Таким образом, попрядно я буду обрабатывать все волосы, двигаясь снизу вверх. Чтобы зафиксировать сразу форму, я буду использовать вот такой лак от Schwarzkopf. Пальцами приподнимаю пряди и снизу наношу лак. Нижние пряди можно прорабатывать не так тщательно, но важно создать там подушку из волос, на которой будут лежать верхние локоны.
Подготовка волос – это 50% успеха. Тонкие волосы капризны, и если переборщить со стайлингом, они станут тяжелыми. Если не доборщить, укладка опадет уже через час. И здесь, чтобы волна была непрерывной, при переходе на следующую секцию пряди лучше ставить на плойку так, чтобы первый ствол плойки ложился в последний изгиб предыдущего шага, а тогда не будет некрасивых заломов. И тут еще важно понимать, что если держать плойку чуть под углом, то есть диагонально, волна получится более мягкой и вытянутой, а горизонтальный зажим дает максимальный объем. Сейчас я хочу сделать максимальный объем, поэтому держу горизонтально. Если вы не любите лак для волос, то вместо него можно использовать солевой спрей, сахарный спрей, либо любой сухой текстурайзер. От каждого из этих средств эффект будет разным. Даже то, как вы наносите стайлинг, будет влиять на стойкость и результат укладки. Стоит это понимать. Поэтому экспериментируйте, а я в свою очередь буду снимать для вас видео с разными вариантами и способами укладки, использовать различные стайлинги, рассказывать и показывать вам об этом. Поэтому подписывайтесь, досматривайте это видео до конца. И не забудьте под этим видео написать комментарий, как вам такой вариант укладки, как вам вообще такой инструмент, купили бы такой. Я вот давно хотела купить такую плойку, но как-то все откладывала. Думала, да зачем мне еще один лишний инструмент, таскаться с ними, так уже целый чемодан. И еще 2 чемодана со стайлингами. Но вот не выдержала и купила. Чему безумно рада и вообще не сожалею. Для моих волос объем получился шикарный, как считаете? Пишите в комментариях, я буду ждать.